Здравствуйте! Перед началом видео хочу сказать, что этот костюм и парик мне представил магазин Roll Cosplay. Сейчас будет небольшая распаковка. Вообще, мне кажется, костюм очень хороший, стоит своих денег. Все тканевые части мне очень понравились. Все цвета, мне кажется, выполнены правильно. Все переходы цветов, градиенты, все как в игре. Конечно, крафтовые части не самые идеальные. Это обычная Ева, покрытая золотой тканью. Но свою цену они оправдывают. Мне кажется, это очень хороший костюм. Вы можете взять его и переделать крафтовые части, например. Это не очень сложно. А также, размерная сетка в принципе правильная, но она немножко больше, чем обычные китайские, поэтому, пожалуйста, внимательно смотрите. Парик мне очень понравился, он очень густой, хвостик так вообще супер густой, я даже не понимаю, зачем настолько густой парик, но зато есть пространство для укладки, я его сама укладывала, но это вы можете уже посмотреть в самом видео. В общем, если вас заинтересовало, то, пожалуйста, заглядывайте к ним на сайт. У них очень много косплея, не только по Геншину, но и по аниме, по играм, по фильмам. Поэтому обязательно заходите по ссылке в описании. Если будете что-то покупать, используйте мой промокод. Это поможет
В общем, таскал я сам все эти фейерверки. Я просто не представляю, насколько они тяжелые и как вообще Юэмия и ее отец могут производить столько фейерверков, что делают поставки аж в Лиюэ на праздники. Это просто удивительно. Надо будет как-нибудь заглянуть к ней. Просто я слышу, что она делает фейерверки для каждого своего клиента определенные. Да. Я бы хотела увидеть фейерверки, которые она бы сделала для
частью экипажа, но все же. Потому что я тоже все-таки не так часто бываю, поэтому какие предложения и пожелания могу высказать. Ну, на самом деле у меня есть, конечно, одно пожелание, но я думаю, что другие его не одобрят, так же, как и сама Бэйдоу. Что за пожелание? Чтобы моряки по ночам не пили. Ну, по крайней мере, не перебивали и не пели свои пьяные песни. Но, конечно, этому не бывать. Я думаю, даже смысла писать об этом нет. Просто это мне немного мешает наслаждаться шумом ветра, моря, птиц. Да. Иногда так хочется просто отдохнуть. Сижу на носу корабля и все, слушаю. Да только вот пьяные моряки этому мешают. Кричат. Ну хоть не дерутся. Все-таки экипаж дружный, да. Но иногда хочется расслабиться или вздремнуть днем под солнышком, да, и отправиться в дальнее путешествие. Да, пешком. Ну, пока со мной мой меч, со мной все будет хорошо. Тренировка со мной. Ну, конечно, я бы мог тебе рассказать о кое-каких техниках, но на самом деле это очень долго. Нужно тренироваться. Но если ты хочешь со мной потренироваться, то я с радостью. Но это уже на суше, не сейчас. Тем более ты болеешь. Все-таки давай допишем письмо. Может быть, у тебя какие-то идеи появились? Отличная, кстати, идея. Давай я ее запишу. Я тут, конечно, кое-что уже начал писать, но я думаю, твоя идея лишней не будет. Да, мне немного трудно писать. Все-таки в Инадзуме я другим видом пользовался. Да, немножко, конечно,